Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Еще недавно вот этих стеллажей не было и в помине. Но мы же «АвтоСтронг», поэтому мы постоянно расширяем ассортимент запчастей, увеличиваем скорость доставки и улучшаем наш сервис. Помните, что в «АвтоСтронге» очень много наружных зеркал. Вы в комментариях просили Ford. Итак, встречаем чисто фордовский двигатель 2.2 TDCi. Двигатель 2.2 TDCi под капотом Ford Mondeo 3 – это чисто немецкий дизель, который не имеет никакого отношения к дизелям концерна PSA, с которым Ford работал в те годы. Этот двигатель относится к семейству Duratorq, которое дебютировало с ТНВД распределительного типа Bosch VP30 и VP44. Двигатель Duratorq имеет двурядную цепь ГРМ, топливная система Delphi. Двигатели 2.0 и 2.2 устанавливались на Ford Mondeo 3 и Jaguar X-Type и закончили выпускаться в 2006 и 2009 году, когда перестали производиться данные модели. И прямо сейчас мы разберем двигатель с Ford Mondeo 3 2.2 TDCi 2004 года. Двигатель 2.2 TDCi нельзя назвать проблемным. Его не столь хлопотным, сколько дорогим в ремонте узлом можно считать топливную систему Delphi, которая боится любого мусора в топливе. Ремонт любого компонента Delphi стоит очень дорого. Если в слитом из фильтра, либо же из обратки топливе будет обнаружена стружка металлическая, которую можно собрать магнитом, то тогда всю топливную систему надо промывать и ТНВД на переборку. При разрушении резинового демпфера шкива коленвала из-под капота раздается посторонний звук дребезжания и вибраций. Это вызвано проскальзыванием внутренней обоймы относительно внешней. Ну что, начинаем нашу разборочку. Натяжение ремня навесного оборудования осуществляется натяжителем, который похож на амортизатор. С обоих сторон здесь есть резиновые втулки по типу сайлентблоков. Со временем они изнашиваются, и тогда возникает люфт. При этом при работе двигателя сам натяжитель и ремень будут сильно вибрировать с характерным стуком. На задней части двигателя есть еще один ремень, который приводит очень интересный узел, который совмещает в себе вакуумный насос и насос гидроусилителя. У двигателя два термостата. Основной, который находится вот здесь, и еще дополнительный, который находится за помпой. Сейчас мы немножко подразберем двигатель и подробнее расскажем о них. Из-за клапана ЕГР холостые обороты могут плавать из-за подклинивания клапанов при открытом положении. Обычно клапан не вызывает никаких хлопот, но его глушат, то есть перекрывают канал подачи газов, как в нашем случае, и отшивают программно. На данном моторе турбины не оказалось, но мы знаем, что в «АвтоСтронге» есть практически все. Итак, встречаем Garrett GTV 1749 МВК с изменяемой геометрией. Геометрия управляется электронным сервоприводом. При больших пробегах лопатки геометрии могут подклинивать, что сразу фиксируется ЭБУ в виде ошибки, указывающей на некорректное значение наддува. Сам сервопривод получился очень хлопотным. В нем может выйти из строя моторчик, может износиться шестерня привода, а также могут разрушиться контакты от платы к разъему. При капитальном ремонте данной турбины обычно меняют весь картридж целиком, потому что старый начинает пропускать масло в холодную и горячую части турбины. Также может понадобиться замена всего кольца с тягами лопаток геометрии из-за выработки в его пазах. Отметим еще одну нередкую проблему двигателя 2.2 TDCi. Двигатель начинает дергаться на средних оборотах из-за провала тяги при ускорениях. При таких симптомах надо проверить патрубки до и после интеркулера. Быть может, там трещина.
Итак, в этом корпусе находится основной термостат, а вот здесь находится маленький термостат, который регулирует подачу антифриза к теплообменнику возле масляного фильтра. Основной термостат недорог и доступен, а вот маленький термостат стоит $40. Причем есть китайские заменители подешевле. Но зачем вам китайские заменители, если вы можете купить отличный маленький термостат в автостронге? Ну и добавим, при выходе из строя любого из этих термостатов одинаковые симптомы. Либо мотор не догревается, либо перегревается. Обратите внимание, что помпа, которая вращается с насосом гидроусилителя, имеет пластиковый корпус. Клапанная крышка установлена на прокладке, проходящей по ее периметру. Также уплотнительные колечки присутствуют и в болтах, которые крепят клапанную крышку. И также уплотнительные колечки присутствуют возле форсунок. И течь масла по уплотнениям – это не редкость для двигателя 2.2 TDCi. Для того, чтобы заменить все уплотнения, надо снять все топливопроводы, а потом поставить их обратно, не допустив завоздушивания. Форсунки Delphi становятся жертвами мельчайшей металлической пудры в топливной системе. Из-за этой пудры подклинивают распылители. Ремонтировать либо менять форсунки Delphi приходится из-за неисправного клапана мультипликатора. При этом форсунки сильно льют топливо в обратку, из симптомов двигатель плохо заводится, либо же переходит в аварийный режим при нагрузках. Это происходит из-за недостаточного давления топлива. Такие симптомы происходят даже если с клапаном одной из форсунок проблемы. При замене форсунок Delphi следует прописывать их корректировочные коды. Это позволяет сбросить старые адаптации и ЭБУ скорректировать работу новой форсунки. То есть, если вы ставите БУ форсунку вместо льющей, то следует прописать ее корректировочный код. При замене либо перепрописке форсунок следует отметить, что порядковый номер форсунок соответствует порядку работы цилиндров. То есть первая форсунка в первом цилиндре, вторая форсунка в третьем цилиндре, третья форсунка в четвертом цилиндре, а четвертая форсунка во втором цилиндре. Двурядная цепь ГРМ выглядит массивно, но на практике при пробеге в 200 тысяч километров она начинает растягиваться. При пробеге в 300 тысяч ее растяжение уже критично. При этом двигатель начинает сильно лязгать металлом во время работы. Как правило, эта цепь не рвется и не перескакивает. Комплект цепи ГРМ стоит $250. В него входят 4 звездочки, натяжитель и башмаки. Кстати, цепь у нас тут в отличном состоянии, натяжитель выдвинут не сильно. ТНВД Delphi DFP1 имеет оригинальную конструкцию. Внутри его корпуса установлен подкачивающий насос, который засасывает топливо из линий подачи и передает его на плунжерную секцию высокого давления. Плунжерная секция здесь тоже устроена оригинально. Здесь находится 2 плунжера и 2 клапана, впускной и выпускной. Через один клапан топливо подается к плунжерам, а через второй, оно уже сжатое, идет в топливную рампу. И вся эта секция вращается в кулачковом профиле, который является частью корпуса. И в целом можно отметить, что площадь портрения в этом ТНВД большая. Поэтому ТНВД Delphi беззащитен перед некачественной соляркой с большим содержанием серы, воды и мусора.
Первой изнашивается подкачивающая секция. В ней лопасти на роторе начинают скрести по корпусу, соскабливая наружный слой закаленной стали. Износ подкачки может возникнуть из-за сильного загрязнения топливного фильтра. То есть солярка не в полном объеме попадает в секцию подкачки, тогда происходит разрежение и сухое трение лопастей в корпусе ТНВД. Также износу подвержены два подшипника – большой на валу и малый в корпусе. При ремонте данного ТНВД надо менять не только вал и плунжерную пару, но и оба подшипника. Потому что бывает, что после ремонта ТНВД он начинает через несколько тысяч опять гнать стружку. И всему виной изношенные ролики его подшипников. Во всех случаях износа ТНВД производит стружку. Эта стружка уменьшает жизнь всех его пар трения. Насос может производить стружку долгое время, и это никак не влияет на его работу. Стружка разносится по всей топливной системе. Из-за этого изнашиваются клапаны в форсунках. Из-за этого подклинивают распылители форсунок. После ремонта ТНВД и форсунок надо промыть полностью всю топливную систему от трубочек до бака. При износе ТНВД двигатель плохо заводится, заметно теряет в мощности. При этом дым из выхлопной трубы пахнет соляркой, и при малейшей нагрузке он черный. ТНВД Delphi абсолютно ремонтопригоден, но менять в нем надо все, кроме корпуса, а это очень дорого. Поэтому покупайте отличный ТНВД в автостронге. Для защиты этого ТНВД от примеси надо использовать оригинальный фильтр 10 микрон от Delphi и менять его каждые 10 тысяч километров. Две оси коромысел на двигателе 2.2 TDCi находятся вот в такой раме. Рокеры посредством вот таких роликов контактируют с кулачками распредвалов. Так вот, на поздних дизелях для коммерческой техники Ford есть проблема. Разбиваются эти ролики. Но такой проблемы на двигателях для Ford Mondeo 3 нет. По состоянию кулачков распредвалов и шеек распредвалов все отлично. Видно, что за этим мотором следили. По крайней мере, масло здесь меняли вовремя. Вот так выглядит идеальная голова. А вот так выглядят идеальные цилиндры. Хон присутствует, задиров нет. Напоминаем, блок чугунный с открытой рубашкой охлаждения. Состояние коренных вкладышей у двигателя, которому 16 лет, отличное. Посмотрите на эти большие олдскульные поршни. По состоянию вообще никаких вопросов нет. Компрессионные кольца не залегли, маслосъемные кольца не закоксованы и не залегли. По состоянию вкладышей тоже никаких вопросов нет. А теперь пару слов об обозначениях на данном двигателе. Напомним, что объем данного двигателя 2.2. Какую маркировку мы встретим на блоке? 2.0. То есть блоки у двигателей 2.0 и 2.2 одинаковые. Какую маркировку мы встретим на коленвале? 2.4. Коленвал от мотора 2.4, который на Mondeo никогда не ставился. Зато
поршни и шатуны у этого двигателя свои. И ГБЦ, кстати, такая же, как на 2-литровом двигателе. Оригинальный буквенный код наклеен на кожух ГРМ, и только по нему можно установить реальный объем двигателя. В противном случае, если наклейки нет, то надо верить продавцу. Все прям в этом моторе красиво. И коленвал тоже в отличном состоянии. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный мотор, хлопоты в котором может принести только ТНВД. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, оставьте комментарий, мы читаем каждый. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».